Здравствуйте, друзья! Бронежилеты древних греков. В истории сохранились обрывочные сведения о том, что у древних греков задолго до нашей эры были особые защитные доспехи-панцири, которые назывались линотракс. Известно, что они были легкими, не стесняли движений, но в то же время отличались особой прочностью, их не могли пробить копья и стрелы. История их появления теряется в веках, но некоторые факты говорят о том, что линотраксы придумали этруски, потому что именно в искусстве этрусков в основном сохранились изображения этих панцирей. Как видите, история опять ведет нас в сторону русских. Интересно, что на этих изображениях очень хорошо видно, что эти доспехи одновременно и легкие, и твердые. На двух изображениях выше и ниже вы можете увидеть, как незавязанные наплечники выпрямляются вверх. Любопытно, что достоверно неизвестно, как именно и из чего они были сделаны. Большинство историков считает, что линотракс – это льняная ткань, пропитанная каким-то особым клеем и сложенная в несколько слоев. Причем это предположение основывается на древних текстах, в которых говорится, что когда Александр Македонский был в Индии, то он получил 25 тысяч новых панцирей для своей армии. И тогда он повелел сжечь все старые и поношенные доспехи. И исследователи сделали вывод: если линотраксы горят, значит они сделаны из ткани. Но есть интересный нюанс. История современных бронежилетов началась в конце 19 века, причем вначале их делали из стальных пластин. Это были тяжелые, неудобные и при этом не особо защищающие изделия. Но затем, по мере развития технологий, бронежилеты становились все легче, гибче и при этом прочнее. Сейчас их делают из высокопрочных и высокомодульных защитных тканей – кевлара, арамида, а в последние годы начали использовать термопластичные полимеры, например, сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Представляете, что можно сделать из обычных продуктовых пакетов? Бронежилеты из этих материалов очень легкие, но очень прочные. При этом, хотя они и рассчитаны на работу при повышенных температурах, например, на пожарах, но все же спустя несколько часов нахождения в сильном огне они сгорят, точнее расплавятся. Получается, что самые современные защитные изделия сравнимы с теми, которыми были оснащены воины Александра Македонского. Интересно, что секрет производства линотраксов в начале нашей эры был потерян, и воины сражались уже в тяжелых доспехах и кольчугах. А нам продолжают говорить, что раньше жили дикари, и продолжительность жизни была всего-то 30 лет. Кстати, обратите внимание, что на доспехах этрусского Марса не завязки, а настоящие металлические кнопки. На мой взгляд, все эти факты говорят о том, что в Древней Греции знали секрет производства высокопрочных защитных тканей. Не исключено, что там существовали и заводы по их производству. Огромное количество загадочных древних зданий говорит о том, что в прошлом вполне могли существовать высокие технологии. Автор статьи Наталья Трубиновская. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.